Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Меня зовут Татьяна, и вы на моем канале, который называется «Полярная сова вяжет». Я на своем рабочем месте. Здесь, в этой комнате, в этой мастерской, можно везде все поставить и разместиться. Один стол у меня стационарный, другой на колесиках, и его можно везде подкатить. Но решила я снимать вот так. Мне это больше всего, этот ракурс нравится. Но когда разрастутся мои цветочки, очень будет красиво сниматься рядом с ними. А когда у меня приедет кресло, вообще будет прекрасно. Ну что ж, друзья, встретимся мы сегодня с вами по такому поводу. Сегодня 2 ноября. На своем телеграм-канале, который называется «Полярная сова и вязальный кипиш», я предложила девочкам пообщаться и под своим постом в Телеграм задавать мне вопросы. И я обещала ответить на все вопросы, которые мне зададут. Вопросов оказалось не так много, но они были. Я попробую ответить на те, что мне задали. Вопросы можно было задавать не только на творческие темы, но и на какие-то другие, которые бы вы хотели услышать. Ну вот, то, что мне написали, то, что мне задали, я на эти вопросы сегодня и отвечу. Именно по этому поводу мы здесь с вами и собрались. Вот. Так что, дорогие друзья, поехали? Поехали. Первый вопрос задала Оксана. Сколько уходит времени, дней, недель, месяцев на вязание пледа? Вот такой поступил вопрос. Мы же с вами творческие люди и понимаем, что на такое большое изделие всегда уходит достаточно много времени. Но плед пледу рознь, друзья мои. Например, плед, который феечки вяжут новорожденным деткам в клубах 28 петель, не только там в Тюмени, в других городах, неважно, но везде это 28 петель, да. Там пледики не такие большие по размерам, но они нужны, и это тоже плед. И есть пледы, которые в коляску, они тоже поменьше. И есть, которые на детскую кроватку, есть на подростковый вариант кроватки, есть двуспальные. И они, конечно, в разной технике исполнения. Техники исполнения великое множество, и все мы владеем в основном этими техниками, и с удовольствием вяжем. И пиксельным вязанием, и, я не знаю, мозаичным, и кто как, кто спицами. Вот кому что понравилось, тот то и вяжет. И есть пледы долговязы. Прошу не путать с теми, которые лежат у нас, и мы почти о них забываем и редко к ним возвращаемся, да, к этим пледам. И есть пледы, которые постоянно находятся в движении, то есть мы каждый раз провязываем хоть несколько рядов, несмотря на свою загруженность. Кто-то работает, у кого-то маленькие дети или внуки, которых воспитывают. Несмотря на все это, все равно мы продолжаем вязать и хотя бы по несколько рядов провязывать. Так вот, такие пледы движутся довольно быстро. Берем средний плед где-то размером 1,5, ну, на полуторную кровать, я уже не говорю о двуспальной, вот на полуторную кровать плед у меня уходило почти 3 месяца, да, не 2, а 3. Это было непрерывное практически вязание. Ну, я когда-то не каждый день вязала, бывает, что день-два и не вязала. Был у меня такой плед, который я назвала «Мужской характер». Его я вязала спицами, совершенно простой рисунок. Вот одним монолитом все это вязалось. Ну и практически старалась каждую минуту провязывать хоть сколько-нибудь рядов. Поэтому он у меня рос, постоянно рос, и
Через 2,5 месяца надо посмотреть сколько, ну больше 2 месяцев однозначно, около 3 у меня времени ушло на его создание. И он родился, и он такой востребованный, хороший, замечательный. Это шерстяная пряжа, довольно толстенькая была. Тем не менее, там было много петель, и вот с такой скоростью я его двигала. Надо учитывать, что и скорости у всех разные, и занятость у всех разная. И сейчас я вам покажу вот пледы. Вот этот плед, это у меня долговяз. Мне девочки присылали, я уже его показывала, я его еще не закончила. У меня квадратики еще соединяются в полоски. Ну вот он уже большой, есть на моем канале, где я его развернула. Вот эта часть пледа, она очень большая, великолепный плед получается. Я просто от него балдею, но я его называю долговязым, потому что все квадратики, которые здесь есть в наличии, и те, которые я вязала, те, которые девочки мне присылали, они просто у меня очень долго лежали. Все, не хватало у меня времени для того, чтобы собрать все эти квадратики в единое полотно. Просто потому, что это не так просто сделать. И очень много квадратиков, которые нужно было довязать до нужного размера девочки. И это у меня получился вот такой долговяз. Но сейчас, на данный момент, я им интенсивно занимаюсь. И я думаю, что на следующей неделе он уже будет во всей красе вам представлен. И мы его увидим. И я его увижу. Он родится прям как лунтик, да? Вот тепло ваших рук. Есть у меня другой плед, который тоже долговяз. И вот этот плед в тунисской технике у меня. Не буду я его... Вы его тоже уже не раз видели. Он довольно часто у меня мелькает. И он у меня довольно часто мелькает. Это из плюшевой пряжи, тунисской техники. Очень простой узор, такая вот плетеночка. Вяжу я его крючком Ади на длинном таком тросике. Очень хороший крючок, замечательный тросик. И это у меня долговяз. Я туда собираю все ниточки, всю пряжу этого типа, этого плана, то бишь вот эту плюшевую, потому что более из него я ничего не вяжу. Конечно, самый скоростной плед, это когда я вязала в одном из совместных проектов на вязальной машине. И вязала я из плюшевой пряжи. Не торопитесь говорить, что это неправда, и машина не возьмет плюшевую пряжу. Нет, друзья мои, кто не знает, рассказываю. Машина есть разных классов, и на разную пряжу каждая машина заточена. У меня было 2 машины, они есть, они остались в Губкинском, и одна из них Silverit LK-150. Замечательная машина, мобильная, легкая. Можно везде ее прикрутить на струбцину. В общем, я в ней просто как рыба в море, как говорится. Да? Она мне очень нравится. Эта машина с легкостью берет такую пряжу, как плюшевая. На ней я вязала достаточно много пледов в совместном проекте. Это социальный проект был. Вот. И я вязала быстро. На ней можно было откатать за день 2-3 пледа, смотря от вашей занятости. Что там, просто прямое полотно, катай себе и катай, подсоединяй пряжу и катай. Просто потом уходит время на то, чтобы убрать кончики, обвязать и так далее. Так что за один день можно откатать сразу 2-3 пледа, сколько вам надо. Это не занимает абсолютно нисколько времени такого, чтобы бешеного, вот как мы вяжем вручную. Да? Машинное вязание, оно самое быстрое, и если там, конечно, машиной можно тоже заморочиться и на более сложные процессы, и они будут двигаться не так быстро. Но все же, я, мне кажется, ответила на этот вопрос очень даже развернуто. Что ж, переходим к следующему вопросу. Задает его Светлана. И вопрос звучит так. Имеется ли у вас в арсенале спицы, крючки, самые первые? Расскажите, пожалуйста, о них, как они у вас появились, чем было удобнее вязать.
в моем арсенале на данный момент такого инструмента нет. Инструменты остались, я сюда еще не все привезла, часть чего-то у меня осталась в Губкинском, оно потом постепенно ко мне подъедет, ведь у меня там остались и 2 сына с семьей, и невестками, и внуками, и младшая дочь, и постепенно это все ко мне приедет. Вот. Но могу рассказать так, я думаю, все с этим знакомы. Вот. Я из тех, рождена я в тех самых лохматых годах, и когда я училась вязать, я начинала вязать не крючком, а на спицах. И спицы делал папа. Он делал эти спицы из велосипедных спиц. Да, там на велосипеде вот эти спицы, вот на них он делал. С одной стороны, либо он загибал, а тут затачивал с другой стороны, а потом притупливал, ну, чтобы можно было вязать. И для меня они были длинноватые, я тогда вообще ничего не понимала в инструментах и вязании. Он их мог укоротить, завернуть, ну, в общем, каким-то таким делом он занимался. И вот такие были. Тогда, в те времена, невозможно, ну, вернее, возможно, но это было достаточно редко, чтобы можно было купить какие-то такие спицы. Это не то, что теперь и нынче. Любой ассортимент, любой инструмент, вот какой только мастеру нравится. И мы такие сейчас стали разборчивые, сказать привередливые я не скажу, а вот разборчивые мы стали в инструментах. Кто-то, кроме китайских инструментов, ничего не признает. Хотя, хочу вам сказать, друзья мои, китайские спицы сейчас очень-очень хорошие. Есть китайские спицы достаточно хорошего качества, и ими любо-дорого вязать. Они не такие дорогие, их всегда можно заменить, если они сломались вдруг, да, просто потому, что у них цена нормальная, она приятно радует, в отличие от таких знаменитых фирм, как Чагу, Ази и так далее. Конечно, даже Книт-Про – это все инструменты, которые, ну, довольно-таки дорогие. И когда их меняешь при поломке, да, там тросика, чашечки от тросика или вообще ручка отлетает, если это, допустим, крючок. И поменять такой инструмент, ну, он все-таки дороговатый. Китайский можно купить с легкостью, любой на выбор, любого цвета. И сейчас они прекрасные инструменты. Это мое личное мнение, потому что у меня разные инструменты, разных производителей. И я смело об этом поэтому и говорю. Так что в те далекие лохматые года я вязала вот такими инструментами, которые делал сам папа. Потом что-то приобретала мама, и они вот прям были у нее всегда с собой. Ну, а спицы, которыми вязали носки, это вообще отдельная история, это легенда. Эти спицы не были такими, что 2,5, 2,25, 2,75, 3. Нет, были одни какие-то спицы, они, наверное, были 2,5 приблизительно, и на них шуровалось, вязалось все. И все получалось, и было все классно. Ну, конечно, и пряжи-то и не было такого выбора. Так что, друзья мои, вот такие дела. По-моему, я ответила на этот вопрос. Они, конечно, у меня есть, эти инструменты, они хранятся, но они сюда со мной не переехали. Вот. Так что переходим к следующему вопросу, который задает мне Люба. Так, Люба мне пишет. Мне хотелось бы посмотреть ваши органайзеры для спиц и крючков, которые вы вязали сами. Вопрос, можете ли вы снять экспресс МК по вязанию органайзера? Значит, готовые изделия я вам показать уже на сегодняшний момент не могу. Перед моим отъездом сюда я подарила 2 своих органайзера, которые я вязала. Один органайзер был очень большой, вот, и я его называла «Розовый фламинго». Если кто со мной давно уже на канале, тот его видел его рождение. Я там показывала, как я делала, и как он рождался, и как он родился. Вот. И я вместе с инструментом
подарила своей хорошей знакомой. Там были китайские крючки, и я их подарила. Крючки были длинные 30 сантиметров для тунисского вязания. Вот. Второй свой органайзер тоже, внешняя сторона была выполнена в тунисской технике, внутренняя просто обычным вязанием крючком, но они были связаны специально для крючков Ади с фигурной ручкой. Мне они очень зашли, я их очень люблю, эти именно крючки. Я их очень берегу, и не все изделия я вяжу ими. Ну, просто потому, что мне их немножечко жалко. Да? Я уже имела один раз честь сломать крючок-двоечку, когда вязала игрушки, а вяжу я игрушки плотно. И у меня сломался крючок, а эти крючки достаточно дорогие. И мне одна вязальная моя знакомая на тот момент подарила, заменила крючок, подарила свой, потому что она не вяжет этим крючком, ей не подходит эта ручка. И она мне подарила, за что я ей очень благодарна. Вот. Так что любовь не могу я вам сейчас показать, но на моих каналах есть и один органайзер, и второй. По поводу третьей части вопроса, да, конечно, можно сделать экспресс МК. И я уже во вчерашнем своем видео, которое я выпустила на свой канал, на все свои каналы, это Zen, это Рутуб и YouTube, выпустила видео, и я там рассказываю о том, что я буду вязать органайзер для крючков. И таки я его начала, но связала всего несколько рядов. Я хочу, чтобы он был простой, и чтобы не надо было заморачиваться. Я не хочу его вязать с какими-то вставочками, как прежние те два органайзера. Они прям были вставлены, там был картон и в одном, и в другом. Этот я хочу сделать иным, другим. И, конечно, я учту ваше пожелание и постараюсь экспресс МК на это изделие, на этот органайзер, конечно же, сделать. Так, ответила на вопрос. Дальше задает вопрос Елена. Так, сейчас у меня вопросы в планшете, я сюда и заглядываю. Так, Елена, расскажите, пожалуйста, о вязальном проекте, который вам больше всего запомнился. Может, он был сложным или необычным, или в нем... Ой, подождите, не вижу, отсвечивает. Еще раз читаю. Расскажите, пожалуйста, о вязальном проекте, который вам больше всего запомнился. Может, он был сложным или необычным, или с ним связана какая-то история, или, может, что-то загадочное и неожиданное. Самый первый мой проект на вязальном YouTube, да, ну, понятно, вязала я давно, и вот когда я решила открыть канал и где-то проучаствовать, для меня было это невозможно и странно. Я не понимала, как люди друг друга находят для того, чтобы поучаствовать в каких-то совместных проектах. Для меня резала слух поначалу СП, ну СП. Потом я к этому привыкла и стала все понимать. И первый мой вязальный проект, это был совместный проект со Светланой. У нее канал есть на YouTube. Вяжем спицами со Светланой, по-моему, так называется. Светлана была одна из тех первых блогеров, с которыми с ней я пообщалась в личных сообщениях. Я тогда для себя только открывала YouTube. Тогда еще на тот момент Телеграма не было. Ну, возможно, Телеграм был, но я им и не пользовалась, и все было в Вайбере, да. Все общения были в Вайбере, ну, или в WhatsApp. И она мне подсказывала, она мне сказала, написала, как лучше держать телефон для съемки. Некоторые нюансы небольшие она мне подсказала, но они на тот момент для меня были очень ценные.
очень ценны. Вот. Так что у нее был проект, который назывался «Минутку, мне звонят». Итак, меня отвлекли немножко. И этот проект назывался «Триастарты». И для меня было так это необычно. Я сразу окунулась в такое общение. Я себе представить не могла. То есть я это понимала, как бы, но сама в этом никогда не принимала участие, да. И это для меня было так здорово, так, так классно. Даже еще блогер, у которого уже куча подписчиков, и он еще написал, для меня это было очень ценно. Я с удовольствием принимала там участие, и не один сезон. Вот. Ну а потом я этот проект переросла и уже перестала в нем принимать участие. Но теплота этого приема, отношения организатора Светланы, это до сих пор у меня в памяти, и для меня это ценно. Вот. Так что идем дальше. Идем дальше, друзья мои. Так, немножко ломка задела. Так, все. Следующий вопрос. Оксана опять задает мне вопросик. Какая была первая связанная работа? О, друзья мои, первая связанная работа, если имеется в виду в те далекие мои юные годы, было связано, я вязала себе шарф, мама меня поправляла, говорила, что вот так эдак. Я ее слушала, вязала, и взяла я с собой, я же такая деловая была, я взяла с собой в школу на какой-то из уроков труда. Мне бы хотелось блеснуть, какая я вот такая вся молодец. И там у меня спустились петельки. Я как-то их там подобрала, вязала дальше. Но маме я работу не показывала. И когда она говорила, ну покажи, что ты там продвигаешь, как что, я сказала, что это будет сюрприз. И в итоге у меня получилось ныне очень популярная, я не знаю, как в этом году, а вот пару лет назад, может больше, очень модная была рвань, да? Вот, не знаю, может она и сейчас на пике популярности. Вот, и у меня вот шарфик такой был, рвань. Тут какая-то дырка, там спущенные петли, но это был шарф, он был длинный, я не знаю, сколько он был, в ширину не помню, сколько сантиметров, ну, наверное, в ширину, наверное, сантиметров 20-25 был, и он был длинным. Туда намешана была всякая пряжа, которые вот остаточки, что мне мама надавала, вот, и это была рвань. И я таки его носила, но тогда эта рвань, мне казалось, это круто. А вот все, кто видел меня в этом шарфике, так не считали. Вот. Так что вот такие дела были. Это была моя первая работа, и сразу вот такая вот большая. Следующий вопрос задает мне Кристина. Самая необычная вещь или изделие связано для близких или для себя? Друзья мои, таких изделий у меня достаточно много, и они все мною любимые, но которые мне запомнились прямо вот это я, наверное, года 2, наверное, даже 3 года назад вязала шапки к Новому году своим взрослым детям. Благо, мама с папой одарили меня таким талантом, хочу сказать, не побоюсь этого слова, я могу вязать с картинки, да, и это может быть уже готовое вязаное изделие или же просто фильм какой-то, да, картинка из фильма. В данном случае это была картинка из фильма. Я вязала йоду и связала шапку. Ее благополучно себе забрала моя старшая дочь. Эти шапки есть на моем канале.
Вот, можете посмотреть где-то в ранних видео, да, ну, года 3 назад отмотать и посмотреть, вы там увидите. Тогда в моду вошли капоры, я вязал. И как раз, по-моему, я тогда принимала участие в одном из вот этих проектов у Светланы. По-моему, так. А нет, это другой был проект по шапкам. 5 из 5, по-моему, он назывался. Вот Оксана, если она будет меня смотреть, она меня поправит, потому что вроде бы Оксана тоже принимала там участие. Вот. И там я вязала. И вязала из «Звездных войск», из «Звездных войн» одного персонажа. Как же его? Джендал Бэнкс, что ли? Как-то, как же его звали-то? Я не помню. Все время вот на языке крутилось, крутилось, и сейчас забыла. Вот. С такими длинными ушами, который говорил как-то так странно, но он был высокий и такой привлекательный, дюжин мне нравился. И я его связала, и у меня забрал старший сын. Вот эти две шапки были очень мною любимы, и запомнились они мне. А вот про детские я могу говорить тоже часами. Я их вязала очень много, но это были зайчики, крокодильчики. Ну, то есть я имею в виду, все вязальщицы же понимают и знают, что в вязаной шапке, особенно когда ты ее вяжешь крючком, самое главное это что? Основа. Основа шапки это правильно вывязан тело шапки, да? Основа, которая садится на голову. А дальше ты как скульптор лепишь все то, что ты видишь и что ты придумал. Ты оформляешь глазки, вывязываешь, иногда ты прибегаешь к помощи фетра и так далее, и так далее. Ты уже смотришь и создаешь то, что ты хочешь видеть. Это было так безумно интересно. Я обожала вязать детские шапки, у меня много внуков, и я это делала с большим удовольствием. Но крайние мои шапки были вот эти две. И они очень удачные получились и очень красивые. Кому интересно, можете отлистать на YouTube немножко раньше, года 3 назад, и посмотреть. Вы все там найдете. Там вы найдете и эти оба органайзера, и шапки. Все там есть. Идем дальше. Так, Татьяна, это мне задает Светлана вопрос. Татьяна, кто был вдохновителем и инициатором, и первым учителем по рукоделию? Это, наверное, будет банально. Наверное, так вам скажет каждый. Но я не могу сказать иначе. Тем более, что это действительно так, и это правда. Моим первым вдохновителем и учителем была моя замечательная мама. У меня вообще прекрасные родители. Вот. И мама у меня творческая натура, творческий такой человек. Папа нет, а мама да. Мама у меня прекрасно шила, прекрасно выбивала, не вышивала, а выбивала на машинке, выбивала. Вот. Сама она выкраивать себе вещи не могла, но тогда были такие замечательные журналы «Работница и крестьянка», и там были вкладыши. Мама регулярно выписывала эти журналы, вот, и собирала эти вкладыши. Прекрасно ориентировалась в раскройке, сама могла выкраивать, но если она не могла найти то, что ей нужно, те далекие лохматые времена, в каждом магазине практически, где продавалась ткань, обязательно был закройный стол. Там был раскройщик или раскройщица, в основном это были женщины, да, и туда можно было подойти и сказать: я хочу вот такую-то ткань при такой-то ширине, вот такую модель, все это показать. И тебе закройщица сразу могла сказать, сколько нужно взять материала на то или на другое изделие. И когда ты это покупал, или уже с готовым материалом приходил, показывал, что ты хочешь, и человек тут же, сразу, как говорится, не отходя от кассы, снимал с тебя мерки и при тебе тут же все это дело раскраивал. Ты приходил, платил денежку, забирал раскроенные вещи, вот, раскроенный материал и дома создавал себе свою красоту самостоятельно. Так что и мама тоже так делала. Тогда это было очень популярно, и мама очень хорошо шила.
и постельное белье сама раскраивала, ну, в общем, вот так, и вязала. Но мы же с вами понимаем и знаем, что у каждого творческого человека, вне зависимости от того, чем он увлекается, резьбой по дереву, там, я не знаю, выжиганием, или лепит с глины, или работает с кожей, совершенно неважно. Это не значит, что человек умеет делать только это и больше ничего. Практически каждый творческий человек умеет, кроме того, что чем он увлечен больше всего, умеет еще многое разное другое. Просто, например, вязание в моей жизни заняло большую, самую большую нишу, вот, да, и мне в этом интересно все. Я владею всеми инструментами, которые связаны с вязанием, да. Это крючки, мы знаем, они разные бывают, да, и с петельками они бывают, и, ну, в общем, разные, не буду я углубляться в эти подробности. Так что и спицами, и на вилке, ну, всяко разно, было бы только интересно. А интересно мне всегда, я всегда рада чему-то научиться новому, вдохновляюсь, если мне что-то понравилось, и стараюсь найти, как вот это или то нужно сделать, нужно связать и так далее. Это все очень интересно, на мой взгляд. Но кроме этого я могу и повышивать, я могу и пошить, я могу и повыжигать, и полепить, и порисовать. В общем, вот такое творчество. Просто каждый увлекается больше чем-либо. У кого-то это вышивание, вышивает превосходно, прекрасно, много разных работ. Кто-то увлекается выжиганием и прекрасные картины создает. Кто-то только вышивает бисером. Ну, в общем, у каждого что-то свое, и это здорово. Мы все творческие люди, но мы все такие разные. Но у нас одно хобби. Мы творим и вытворяем. И очень хочется поделиться всем этим с вами, дорогие друзья, кто меня смотрит. Спасибо вам, мои дорогие подписчики. Спасибо вам, дорогие мои друзья в Телеграм, кто задал мне вот эти вопросы. Я вам очень благодарна. Желаю каждому из вас, чтобы у вас все было хорошо, чтобы творчество было у вас всегда рядом с вами, чтобы у вас всегда была муза на одном плече сидела и перескакивала то на одно плечо, то на другое плечо, и вдохновение вас никогда не покидало. Всем вам ровных петелек. С вами была ваша Татьяна. До скорой встречи. А мы с вами очень скоро встретимся обязательно. Это я вам обещаю.